Да задрал ты уже, Сойка, прокрастинировать. Какие-то подкасты, стримы, елки-палки. Смотри, написать сценарий – дело плевое совершенно. Берешь какой-нибудь рандомный факт, там, поражающий верблюда, я не знаю, и развиваешь его. Да нет, ты не понимаешь, я же не могу по щелчку пальцев придумать тему. Ну, и чё затих? Эй! Эй, Миран! Друзья, прежде чем я подгоню вам очередную порцию музла, попробуйте ответить вот на какой вопрос. Что должно гореть при просмотре музыкального видеоблога? Если вы выбрали первый вариант, то можете ознакомиться с теми ребятами, выпуски которых я смотрел в видео Metal Music Madness 2.0. Там уровень компетенции ведущих способен был воспламенить все на свете. Даже этот диван тогда немного пострадал. А если вы выбрали вариант Б, вы абсолютно правы. Гореть у вас должны именно уши. Конечно же, от крутости музыкального потока, проходящего в них. В таком случае советую вам познакомиться с видеоблогом моего коллеги Андрея Филиппова с говорящим названием Ears on Fire. В выпусках Ears on Fire вы найдете не только металл, но и альтернативу, электронику, олдскул. Андрей очень открыт к абсолютно разной музыке, имеет большой опыт и слушателя, и музыканта, и оттого его выпуски содержат много интересной и неповерхностной инфы. В описании под этим видео вы найдете ссылку на канал Ears on Fire, я вам советую подписаться, хотя бы потому, что сам топлю за всестороннее развитие нашего МММ-комьюнити. Ну а мы с вами приступим к обзору героев 40-го номерного выпуска Metal Music Madness. Что ж, друзья, думаю, по названию этого видео вы уже примерно поняли, о чем и о ком я буду рассказывать. И тут, думаю, надо немного объясниться. Дело в том, что у меня уже очень давно в заметках висело несколько команд, про которые я бы хотел вам рассказать, но они все как-то не вписывались в лайнап выходящих эпизодов. А время-то идет, в группах происходят изменения, они выпускают альбомы, а их единственный объединяющий презентационный фактор настолько непостоянен, что он может в любой момент исчезнуть с легкой руки какого-нибудь барбера. В общем, сегодня поговорим о группах с дредастыми вокалистами. Ну и нетрудно догадаться, что в этом инфополе всплывает много нью-метал команд, около рага-бендов, всяких альтернативщиков, что, конечно же, неплохо, но всех не упомянуть, и наш блог все же немного про другое. Так что сегодня я, как и всегда на МММ, буду рассказывать только о тех группах, которые прошли мой личный контроль годности и которые, на мой взгляд, помогут вам обновить свою аудиотеку. Вы же не думаете, что я буду собирать топ-10 дредастых вокалистов и включать туда всех подряд? Я же не могу. Но один человек в подобном выпуске стоит упоминания, даже несмотря на то, что, его, наверное, все знают, он как-никак дважды на Грэмми был номинирован. Тем не менее, он является обладателем, пожалуй, самых брутальных дредов в металле. И это, конечно же, Брайан Фейер. Не, вы видели, да? Выглядит внушительно. Тем не менее, прическа это скорее повод, нежели причина говорить о сегодняшних вокалистах, так что сразу к музыке. Брайан Фейер главным образом ассоциирован с группой Shadows Fall. Играют они альтернативный трэш, металкор, но сейчас о них говорят уже не «эта группа вдохновлена теми-то и теми-то», а «эта группа вдохновляет других». То есть команда на заре своей карьеры смогла выработать собственное звучание, в чем, на мой взгляд, не последнюю роль сыграла персона Брайана и его мощные вокальные данные. Однако сейчас про Shadows Fall едва ли можно говорить в настоящем времени. Кто-то из музыкантов прокачался настолько, что по совместительству стал работать в Act of Defiance и Anthrax, а Брайан Фейер к тому времени обзавелся 2 детьми, и, судя по его интервьюшкам, семья у него в приоритетах стоит очень высоко, и тут уж точно его в этом винить нельзя. Однако о многомесячных турах с Shadows Fall ему пришлось забыть. Но совсем от музыки Брайан не отказался, просто начал петь в более локальных бандах, которые, думаю, исправно привносят рок-н-ролл в его жизнь, но слова которых не так сильно распространились за океан. Это, например, Death Ray Vision, Hell Night и Downpour.
Первые играют хардкор, панк, трэш, вторые очень забористый death and roll, а третьи, трудно пока сказать, они только начали выпускать свои первые треки, но там все очень годно, брутально и прогрессивно. А сейчас, друзья, вы становитесь свидетелями невероятных событий. Только сегодня в выпуске МММ появляется вторая группа, номинированная на Грэмми. Но она премию даже выигрывала пару раз. И вообще-то неистово хайповые ребята в металле. Но я, в принципе, о них говорить не буду, потому что, Джонатан Дэвис уже, можно сказать, без дредов гоняет. Да, безусловно, Корн могли бы появиться в моем списке, тем более, что лично я только в прошлом году по-настоящему проникся их музыкой после выхода The Serenity of Suffering, но что вы про них не знаете, а вот инфа про сайт-проект их гитариста для вас, возможно, будет в новинку, и я говорю именно про Хеда. Вообще у Брайана Уэлша довольно интересная история получилась. Если вкратце, то в 2005 году он ушел из Корна ввиду того, что ударился в веру, а по нему так и не скажешь, да? Хотя... О, не, стоп. Не в эфире. Так вот, в 2005 году он ушел из Корн и начал генерировать другие идеи, попутно сопровождая их всякими музыкальными активностями, в основном под собственным именем и псевдонимом. А в 2012 году он решил обозвать все это дело Love and Death и наконец выпустил дебютный альбом, и он был неплох. Современный, приджентованный нью-метал, показывающий талант Уэлша еще и в роли вокалиста. Но в 2013 году Хэд все-таки вернулся в свою музыкальную альма-матер, но сайт-проект держит в боевой готовности. Вот, например, в прошлом году у него вышла новая книга With My Eyes Wide Open, и неким саундтреком к ней одна очень душевная композиция Lola Menta. Так начинаешь разбираться, и оказывается, что такой безбашенный на сцене чувак в жизни оказывается человеком с весьма тонкой душевной организацией, скажем так. Так что советую вам присмотреться к творчеству Уэлша и его группе Love and Death. А теперь мы, собственно, перейдем к блоку групп, из-за которых я и выбрал эту узконаправленную тему. Вот, например, следующую команду я бы с радостью включил в какой-нибудь выпуск нашего цикла «Железные девы», но не уверен, что я бы в скором времени смог найти еще несколько групп с женским вокалом из Молдавии. Так что, думаю, вы уже поняли, что говорить сейчас будем про Infected Rain. Infected Rain — это группа очень старательных и сплоченных ребят, каждый из которых заслуживает отдельных респектов. Но все же поговорим мы про их вокалистку, Лену Сизерхендс. Думаю, вы так или иначе наблюдали ее в медиапространстве. Лена работает в качестве мейкап-артиста, занимается созданием образов. Эта работа открыла ей дорогу в моделинг, который в ее прекрасном исполнении идеально подходит для промо. И это говорит не о каком-то там благоприятном стечении обстоятельств или удачных исходных данных. Успех группы является плодом упорного труда всех участников коллектива, причем именно что не только в области музыки. Кто умеет монтировать видео, делает всякие ролики, кто владеет английским, пилит переводы.
Лена помогает продвижению коллектива через промо себя и группы, и это я очень ценю в молодых музыкантах, потому что не раз встречался с ситуацией, когда начинающие музыканты жаждут славы, но все, на что они соглашаются, это написание треков и репетиции пару раз в неделю, а успех не только от этого зависит. Но вернемся к Лене. Она играет в группе, активно турит, при этом, насколько я понимаю, часто находится в разъездах, связанных с визажем и модельной деятельностью, и даже при таких условиях все еще находит время для уроков вокала. И именно такая абсолютная самоотдача творчеству является секретом успеха, на мой взгляд. И ни в одной из сфер ее деятельности нету работы для галочки. В музыке, например, это не просто ведь спеть, чтобы там песню записать, в альбом ее включить. Нет, у Infected Rain композиции звучат очень чувственно, и это в первую очередь связано именно с первоклассным вокалом Лены и ее эмоциональной подачей. В этом году ребята выпустили офигенный третий альбом 86. Ближе к лету едут в большой тур, а 3 июня будут играть в Москве. Постараюсь там быть и вам советую зайти на огонек. Думаю, там будет очень круто. Далее я расскажу вам о событии этого года, которое, слегка преуменьшило мой траур в связи с одним из самых прискорбных сплит-апов в мире андерграундной метал-сцены. Вы ведь помните неистово крутых канадцев Unexpect? Если да, то вас, вероятно, вместе со мной удручал тот факт, что такие крутые музыканты с тех пор особо нигде не отмечались. И вот недавно их басист Хаот вместе со скрипачом группы Блейзом Леонардом организовали проект Von Dogma I, где Блейз занялся электроникой, а Хаот взял на себя обязанности вокалиста, что вкупе с его неизменившейся со времен Unexpect прической обеспечило ему место в этом выпуске. Музыканты пока что выпустили только один миньон Communion, и он весьма своеобразный. Безусловно, лидирующая позиция многострунной гладильной доски Хаота в миксе обуславливает интересное звучание. На басу, струн больше, чем на гитаре, а у них, между прочим, 8-струнка. Ну и вокал у Хаота специфичный, электроника отдает гличем, дабстепом, в общем, музло ребята запиливают очень оригинальное. Но отдельно радует наличие фирменных басовых тэппинговых пассажей, что даже в такой, не похожей на Unexpect музыке, позволяет уловить дух культовых монреальских авангардистов. Я знал, что прокрастинировать надо в меру. В общем, пока я готовил этот выпуск, одну из групп покинул вокалист. Но, они года 3 висели в моем списке на обзор, так что пофиг, все равно о них расскажу. Это французы Tripalium. Tripalium играют с 2001 года, выпустили 4 полноформатника, и всегда их треки сопровождались брутальным голосом дородача Кеке, в миру Седрик Пунда. В целом можно сказать, что группа исполняет прогрессивный, грув, дэт-метал, но очень часто в их музыке прослеживались элементы буги, дарк-кабаре,
И вот в 2014 году они выпустили миньон Voodoo Moonshine. И это как будто Diablo Swing Orchestra заиграли настоящий дэт. Музыканты добавили духовую секцию и стало прям идеально. И после такого релиза в моих ожиданиях появился гипотетический мощнейший полновес, которого все нет и нет. И вот в октябре этого года музыканты разошлись с вокалистом. Ну да ладно, зато они объявили о работе над эпишкой, ну фиг знает. С одной стороны, конечно, хорошо, что они совсем не загнулись, но с другой, ну блин, уже полновес как-то пора выпускать. И Кеки был таким эпичным фронтменом. Черт. Ну да ладно, от него еще ожидаются сочные подгоны. Сейчас он работает над своим проектом Grim Reaper Ride, сочетающим в себе рокобили и металл. Дэтовые рифы, контрабас, ну должно быть круто, буду держать вас в курсе. Ну а мы пока что можем погрузиться в отличный буги-дэт от Трипалиум, которого благо много. Но вы там по возможности ставьте им всякие лайки на Фейсбуке, там альбомы покупайте, чтобы они, не дай бог, не отвалились. Очень не хочется их сейчас потерять. Ну и наконец, какой выпуск МММ без мелодик дэта? Причем крепенького такого из Швеции, модернового, прям как я люблю. Группа Saria и их дредастый вокалист Кристофер Форсберг. Saria первый альбом записали с другим вокалистом, и он, ну, дебютник. Вроде есть что-то, но не дотягивает. На нем мы останавливаться не будем. А вот второй альбом, где пел уже Крис, получился, ну, очень душевным. Вроде и простенький такой модерн МДМ, но прям слышно, что музыканты постарались выжать из себя максимум. И все косячки с партиями и кривотой исполнения с лихвой компенсируются очень прилипательными мелодиями. Не зря клип на их песню Another Me собрал уже почти 2 миллиона просмотров, хотя там, ну, вроде ничего особенного. Второй альбом группы This Is Not Goodbye вышел спустя 4 года, и там уже и Крис прокачался, и остальные музыканты техничнее стали, и продакшн вырос, но почему-то по эффекту, оказанному на меня, он не дотянул до Alive. В предыдущий альбом я прям с первого прослушивания влюбился, а тут складывалось ощущение, что где-то я все это уже слышал. Хотя и там периодически всплывали очень особенные моменты, и транслировались они в основном посредством вокала. И вот очередной царский подгон уходящего 2017 года. Новый альбом Saria Black at Heart. В нем музыканты, на мой взгляд, нашли идеальный баланс между живостью исполнения, фирменными проникновенными мелодиями, брутальностью и стандартами современного сведения. И что самое главное, музыка достаточно разнообразна, чтобы показать всю многогранность вокального таланта Криса, скилл которого безостановочно растет от альбома к альбому. Так, ну, думаю, хватит на сегодня новых тайтлов. Тем более, что вместе с основными командами этих дродачей вы сегодня открыли себе дорогу к множеству связанных проектов и совершенно разных альбомов и треков. С самыми интересными из них я постараюсь познакомить вас через наш паблик ВКонтакте, так что буду ждать вас по адресу vk.com/metalmusicmadness. Ну а чтобы быть в самой гуще событий в стане МММ, можете присоединиться к нашему чатику в Telegram, ссылка есть в описании. Там практически 24/7 происходит обмен музыкой, новостями, мыслями, мемасами. Туда же мы скидываем наши ежемесячные подкасты для скачки. И еще у нас есть свой стикер-пак. Так что заходите, будем рады. Ну и конечно же подписывайтесь на канал Metal Music Madness на ютубе и рассказывайте о нас своим друзьям.
Будем нести андерграундную движуху в массы, как бы странно это ни звучало. В мире еще есть очень много годных исполнителей, которым нужна поддержка нашего сплоченного комьюнити. С вами был Миран. До связи.